Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня снимаю очередную часть видео о своей коллекции раскрасок. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сегодня у нас уже 16 апреля, но видео выйдут гораздо позже. Я в этот раз показываю не только раскраски, но и то, что я в них раскрасила. И на данный момент подготовила всякие журнальные варианты типа арт-йоги и тому подобное. Есть у меня вот такой журнал. Это 5-й номер за 18-й год, октябрь-ноябрь. Ну и давайте полистаем. Какой-то из этих журналов я даже, по-моему, закончила. Вот сову, помнится, я даже, мне кажется, переделывала или что-то такое. Вот сейчас она мне нравится. Кстати, надо вернуться к этим раскраскам, потому что что-то я их подзабросила, а очень незаслуженно. Еще вот это. Я не знаю, выходят они сейчас или нет, но в любом случае я их уже давно не покупаю. Ну, просто скажем так, потому что ценник на них вырос, естественно, а наполнение осталось прежнее. То есть из выпуска в выпуск что-то повторяется. И чего-то новенького вот здесь я не доделала. Но это то время, когда я могла себе такое позволить. Вот. Ну так вот, и соответственно, если ценник повышается, содержимое остается прежнее, то смысла уже покупать нет. Уже за те деньги, которые вот продавалась эта арт-йога, можно было купить какую-то более основательную раскраску, словив всякие акции, скидки, в чем недостатка никогда не было и, думаю, не будет. Вот. Но так, как видите, в целом раскраска заполнена. Следующее это тоже арт-йога. 4-й номер за 17-й год, август-сентябрь. Давайте здесь полистаем. Вот. Так, это тоже у меня, значит, не законченная. Совушка. Вот еще. Здесь довольно приличная бумага, по крайней мере, фломастеры, которые нигде не протекают, здесь тоже не протекают. Ну и детскую акварель можно использовать, если что. Так что в целом я считаю, что вот в этом плане точно достойный вариант. Такую вот турку раскрасила, а здесь я не доделала. С блестками, мандалы. Так, вот у меня еще яйцо. И здесь я потихоньку решила красить, но мне, в общем, нравится, как получилось. Хотя, если я вернусь еще к этой раскраске, ну, вернее, к этой иллюстрации, а я к ней вернусь, то я немножко здесь доделаю, добавлю теней. Вот. Мандалы я, конечно, здесь красила в первую очередь, так как они очень клевые. А вот эта последняя и первая страничка мне очень нравились, потому что тут можно было использовать те фломастеры, которые протекают. Далее у меня арт-йога номер 6, 17-18 год, декабрь-январь. Ну, давайте посмотрим, что раскрашено здесь. Такая птица, елочка. Вот еще. Это все раскрашено, перламутровая акварель луч. Здесь я несколько раз сначала раскрасила, потом повторно спустя некоторое время прошло. Вот такая иллюстрация, она мне очень нравится. Здесь перламутровая акварель, блестки луч, мэджик, ну и так далее. Мандала, еще зверюга.
в разное время раскрашена. Вот это мне очень нравится. Единственное, что сухая пастель, как мне кажется, немножко выцветает, и надо бы добавить цвета, потому что мне сам рисунок очень нравится, как получился. Это я одну варежку раскрасила, вторую доделала. Это буквально вот не так было давно. Вот еще. Это я так и не доделала. Валенок. Это я, по-моему, мэджиками красила. Пряники. Вот это вот. Игрушки. Снежинка мне нравится. Я не помню. Да, здесь карандаши и гелевая ручка Краун по контуру. Тут потихоньку крашу. Я здесь, по-моему, как раз тестировала фломастеры. Вот такая мандала. И вот еще одна раскраска. По-моему, ее я закончила. Да, здесь я сделала фон. Вот она вся разваливается. Фон более ровный в жизни, чем на камеру. Вообще камера у меня все цвета передает правильно, а с сухой пастелью, я не знаю, в чем дело, она абсолютно никак не дружит. Вот. Такие пуанты. Здесь я уже раскрашивала чуть более осознанно, так сказать. Это давно. Не, ну это все было давно, но... Здесь я тестировала то ли Vista Artista. Да, здесь Vista Artista были. На каких-то я сонет. Я помню, тогда купила на пробу, чтобы мне понять, что брать. Монделуза, Vista Artista, сонет. Вот это мне очень нравится. Потом, вот это, кстати, тоже. Ну, то есть можно видеть, что да, есть отличия в некоторых раскрашенных работах. Когда я совсем-совсем давно красила, и потом. Вот это как раз-таки давно, прям очень давно. Ну, в общем, я когда все раскрасила, я уже делала практически везде фоны. Вот. Этот петух мне нравится, и, по-моему, я Vista Artista использовала. Здесь Лира Осирис акварельные. Сначала я ничего не размывала, а потом уже решила размыть спустя несколько лет. В отличие от Монделузов, с Лирой Осирис такое возможно. Здесь я уже, когда начала все карандаши наслаивать, там все такое, здесь отрывалось. Тут, видите, до блеска натерто. Вот. Я рада, что я залпом когда-то все это не раскрасила, потому что впоследствии я уже смогла что-то и исправить, и большую часть раскрасить для себя подобающим образом. Здесь мне нравится фон. Такие алые паруса. Русалка. Господи, что у нее с животом-то? Яблочки. Яблочки тоже были сначала раскрашены, и спустя несколько лет размыты, насколько я помню. Но могу ошибаться. И вот такая мандала. Вот. Следующее. Пройдусь по раскраскам, модные раскраски для девочек всех возрастов. Это 3-й номер за 16-й год. Я его купила в 19-м или там в 20-м году, я не помню, на складе, недорого, короче. Вот. Но она у меня не заполнена как-то так.
Ну вот эта иллюстрация есть. Но зато уже, знаете, как-то поприличнее раскрашено. Такой вот зонтик. Я очень люблю эти раскраски. Здесь мне даже без фона нравится. И поэтому я к ним очень так бережно отношусь, в том плане, что имеется в виду, что стараюсь как-то не на отвали красить. Я не отношусь к ним как к какому-то более дешевому журнальному варианту. Это 5-й номер за 18 год, октябрь-ноябрь. Так, ну, здесь побольше раскрашено, наверное, ежик, дерево. Тут тоже где-то карандашами, где-то фломастерами. А в разное время по-разному. Здесь я специально так вот раскрашиваю. Девушка. А лицо здесь раскрашено, но, опять же, как я сама в жизни крашусь, не ярко. Вот. У меня, по-моему, самое яркое пятно — это ресницы. Здесь я бы, наверное, немножечко подправила. Улитка вся такая блестящая. Так. Зайчик. Ну, то есть, в принципе, и правильно, что больше их не покупаю, потому что у меня еще здесь есть где развернуться. Поэтому нормально. Так, следующий из этой же серии. 6-й номер, 17-18 год, декабрь-январь. Новогодние я особенно люблю. Здесь я прям с огромным удовольствием раскрашивала. Добавляла и блестки луч, и тут, в общем, много всего. Мне понравилось, как получилось. Собачка. Ежик тоже вполне миленький. Здесь уже акварельные карандаши, возможно, Монделуза с размытием. Тут перламутровая акварель. Луч, скорее всего, хотя вообще похоже на эту. Нет, все-таки мало шиммера. Это больше похоже на гамму. Но гамма вообще она с зеленцой. Ладно, неважно. Скорее все-таки луч. Тут вот рыбка мне очень нравится. Единственное, конечно, надо бы, наверное, проложить вот это все, потому что, видите, отпечаталось отсюда. Блин, обидно. Мне так эта рыбка нравится. Собственно, этот рисунок мне тоже очень нравится. Это я еще давно красила, когда только купила. И вот у меня были Muppet Jungle фломастеры хорошие, я их очень люблю. Вот, и гелевая ручка Краун. Но надо сказать, что мне кажется, качество этих фломастеров немножко стало хуже. Вот. Осилила этот разворот. Ну и, конечно, мандала обязательно, куда без нее. Здесь прям вот в этих журнальных раскрасках уж очень хорошие мандалы. Вот это мне нравится, белочка. Ну, фон тут поярче, все блестит. Ну, игрушки я не очень люблю красить. Вообще вот эти элементы на меня тоску наводят. Ну и вот. Теперь раскраски антистресс, творческое самовыражение. Этих у меня побольше. 6-й за 17 год. Вот здесь я гелевыми ручками отрывалась, благо точно нигде не протечет. Это Краун, блестяшки. Вот это я, по-моему, доделывала в Питере. Вот. Тоже с гелевыми ручками.
такие вот элементы. Ну, поскольку это более-менее мандалы, то тут мне было интересно пораскрашивать. Вот одна из последних. Я не знаю, на этот, наверное, Новый год. Скорее всего. Вот. Ну-ка, да, судя по нанесению контура, в этом году, скорее всего. Тут еще аутлайнеры, значит, да. Потом такая. Это тоже, наверное, в этом году, потому что здесь вот я так чередую. Здесь бы сделать фон, все собираюсь. А вот это я, возможно, даже в Питере красила. Я сейчас уже немножко затрудняюсь, но мне кажется, что в Питере. Есть еще вот такая. Как раз помню, на кухне сидела, раскрашивала. В декабре. По-моему, это был декабрь 19-го года, наверное. Вот. Такой узор. Вот это мне нравится. Тут фон чуть-чуть ярче. И тут я либо акварелью, либо акварельными карандашами раскрашивала. Вот это долгое время у меня была недоделанная иллюстрация, потом я ее все-таки доделала. Блесточек добавила. Тут вот мэджиками пораскрашивала. Вот это мне нравится. Вот еще конфетка. Это я так и не доделала, хотя, в принципе, надо бы. Так, следующее. 5-й номер, 17-й год. Ну, тут вот у меня вот эти элементы, я все по чуть-чуть. Ух ты! Она, смотрите-ка, как у меня. Ну, в начале что-то все не заполнено. Тут вот так. Здесь я никак не доделаю. И здесь начинала. Ну да, тогда возможно было такое. Ой, а здесь много всего интересного. Надо бы пораскрашивать. Вот эти цветы. Вот это мне нравится. Как вот с варежками я доделывала, надо и с ногой что-то придумать. Вот это мне нравится, она очень давно раскрашена, и на тот момент я прям очень гордилась тем, как я раскрасила. Вот. А сейчас, может быть, я даже немножечко бы переделала. И, может быть, так и сделаю. Я не стыжусь, как я раньше раскрашивала. Это опыт, это воспоминания. Но если я вижу, что можно что-то подправить, то почему бы и нет? Это будет еще больше воспоминаний. Тем более, что мы снимаем видео, и все это сохранено потом в видео. Вот. А здесь очень такой фон интересный, он поярче, и мне нравится. Вот. Ну, здесь получилось не совсем так, как я хотела, но тем не менее. Угу. Фон здесь такой желтенький, нежный, но ярче, чем вы видите. Листья, мандала, зонтики. Вот эти сердечки все раскрасила. Здесь самое главное, мне нравится, как у меня получаются вот эти сердечки, но почему-то я их не крашу. Ну, а здесь мне не совсем понравился узор. Следующее это 5-й номер за 18-й год уже. И здесь новые сумеречные раскраски, то есть на черном фоне стали появляться. Такая мандала. Вот эта девушка. Мне нравится. Фона тут нет. Немножко я вот, видите, так где-то затемняла. Это так и не доделала. Вот. Попугай. Вот это мне, в принципе, нравится. Хотя вот
Сейчас уже меньше, чем раньше, но в целом с черным фоном очень неплохо. Единорожка. Вот это я до сих пор, мне нравится. Иллюстрация. Тут и маркеры металлик в том числе. Вот это мне нравится. Я, по-моему, даже из-за этой иллюстрации раскраску купила. Ну и тут, видите, есть где развернуться с мандалами. Я прям с огромным удовольствием их красила. Дальше первый номер за 18 год. Так, посмотрим, что здесь. Ну, тоже мандала. Вот это мне нравится, как получилось. Но всегда так обидно, что вот бы фон, вот точно так же бы. Ежик нравится. У него тут фон металлик. Классный еж. Зонтики очередные. Вот эта мандала мне понравилась. Тут еще я добавила по контуру гелевых ручек. И это, конечно, гораздо лучше, чем полностью ими красить. Ну, именно на мой вкус, потому что это, видите, как действительно они начинают как-то играть правильно. А когда все гелевыми ручками, то оно забивается. Это я раскрашивала гелевыми ручками. Радужными, наверное. Вот еще узор. И еще одна из этой серии, номер 1 за 19 год. Здесь уже такая обложка более тоненькая, но глянцевая. Ну и давайте посмотрим. Уже не так, наверное, много раскрашено здесь. Здесь нежный фон, такой розовенький, но опять же ярче. Ну вот можно видеть, что многое повторяется, к сожалению. Вот эта иллюстрация мне очень нравится, как получилось. Вся такая глянцевая. Ну, ящерок пораскрашивала. Перламутровая акварель луч, гелевые ручки краун. Очень нравится вот эта иллюстрация, я ее акварелью раскрашивала. Вот здесь акварель, а здесь масляная пастель. Ну, вот эти бабочки, они по-простому акварелью раскрашены, но вот за счет черного фона очень так прикольно блестят. Дальше вот такая мандала. Это узор. Собственно, и все. Ну и в оставшееся время покажу мандалы «Побеждаем фобии и страхи». Здесь очень тонкая бумага, поэтому я здесь раскрашиваю карандашами, в основном теми, которые, ну вот, новые, допустим, купила и раскрашиваю. Здесь у меня, которые для кожи недорогие. Иногда подписываю, иногда нет, там стикер может выпасть запросто. Вот розовый цвет у карандашей даже просвечивается почему-то. Это вот тоненькие мэджики из Fix Price первой или второй волны. Вот это тоже из Fix Price мэджики, уже другие. И всегда розовый цвет просвечивает. Видите как? Я не знаю, почему это происходит. И гелевые, и просто шариковые ручки, эти Inkjoy американские, то же самое с ними. Розовый прям аж расплывается со временем. Faber-Castell, которые замок. Мне единственное нравится то, как здесь все блестит. Тут вот такая мандала, это тоже Faber-Castell замок. И это Faber-Castell. Это Joy Wish,
Отвратные карандаши с Алиэкспресс крайне не рекомендую. Ими раскрашивать сплошное наказание. И тоже, как видите, все, что розовое, все просочилось. Непонятно. Просто такая вот загадка для меня. Очень обидно. И это не от бумаги зависит, это на любой бумаге такая ерунда. Это пастельные карандаши Берлинга. Это Берлинга Металлик у меня. Ну, в общем, своего рода выкраска для карандашей. Ну что ж, это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм 37, рыжая 38. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, хороших раскрасок, хорошей канцелярии. До скорой встречи. Пока-пока.